Глава 66. Селянь повернулся к Муцину. Что это значит? Муцин ответил: в столице все беспризорники, которым некуда возвращаться, держатся вместе. Они часто просят милостыню неподалеку от моего дома, и я знаю каждого в лицо. А этого ребенка никогда не видел. Мальчик смотрел на Муцина, не произнося ни звука. Фэн Синь с сомнением спросил: и у кого они просят милостыню? У тебя, что ли? И ты подаешь? Муцин уставился на него и ответил: от них не отвязаться. Что еще остается, кроме как подать? Но Фэн Синю все же рассказ юноши казался невероятным, он замолчал, бросив лишь короткое «а». Селяню захотелось смеяться, глядя на то, как общаются эти двое. Муцин добавил: кроме того, на его одежде много заплаток, и, судя по стежкам, наверняка это недавняя работа кого-то из взрослых. У него дома есть как минимум один старший. Может быть, условия не слишком хорошие, но он определенно не бездомный попрошайка. Селянь, конечно, никогда бы не обратил внимания на то, как сделаны стежки на заплатках, как и не различил бы, взрослый ли их оставил. Но Муцин когда-то был слугой в монастыре Хуанцзи, и у себя дома тоже часто выполнял мелкие поручения. Присмотревшись внимательнее, принц убедился в его словах и потому спросил ребенка: «У тебя дома есть кто-то взрослый?» Мальчик покачал головой. Муцин произнес: «Несомненно, есть. Если он не вернется, скоро домашние наверняка станут беспокоиться». Ребенок выпалил: «Нет, не станут». Никого нет, он будто больше всего на свете боялся, что его отправят домой. Договорив, мальчишка протянул руки, словно хотел обнять селяня. Но его одежда по-прежнему была запачкана кровью и грязью, поэтому Фэн Синь не смог больше выносить выходок мальчика. Что творит этот ребенок? Только что он переволновался, это можно понять. Но неужели он до сих пор не понимает? Это его высочество наследный принц. Его высочество наследный принц, ясно тебе. Мальчишка мгновенно отдернул руки, но тем не менее, сказал, глядя на селяня: дома была ссора, меня выгнали прочь. Я давно ушел, пойти мне некуда. Троица переглянулась. Спустя некоторое время Фэн Синь спросил: и что с ним теперь делать? Один из лекарей предложил: если вам это в тягость, ваше высочество, вы можете оставить его здесь и приказать слугам присматривать за ним. Помолчав минуту, селянь слегка качнул головой. В конце концов, он поддался опасениям, что Цзэжун не успокоится и выберется из заточения, чтобы причинить ребенку вред. Принц сказал: видимо, все-таки лучше будет, если я присмотрю за ним, пока его раны не заживут. Судя по всему, его семья тоже не в состоянии как следует позаботиться о ребенке. Фэн Синь, когда пойдешь уладить вопросы с теми торговцами, чьи лавки перевернул Цзэжун, пошли людей узнать, где живут родители мальчика. Достаточно просто известить их, чтобы они не переживали за него. Фэн Синь кивнул. Хорошо. Одна его рука так и висела на повязке, а другой он собрался поднять мальчишку за шиворот. Селянь со смехом произнес: ты ведь пострадавший, лучше оставь эту затею. Фэн Синя же слова принца не остановили: я сломал одну руку, но другая-то в порядке. Даже если бы повредились обе руки, я бы взял его за ворот зубами и так бы смог унести на гору. Муцин незаметно закатил глаза и вмешался: брось, лучше предоставь это мне. Однако он успел сделать лишь шаг, когда мальчик без посторонней помощи спрыгнул с кровати и сказал: я могу идти сам. Когда протест, ранее видимый лишь на лице мальчишки, обернулся словами, второй шаг Муцина стал несколько неуместным, и юноша не знал, стоит ли вообще его делать. Селянь же, глядя на ребенка, который сломал 5 ребер и ногу, но все еще был полон сил, словно тигр или дракон, совершенно не мог определиться, как реагировать в такой ситуации, стоит ли ему посмеяться или же пожалеть малыша. В итоге принц воскликнул: давай-ка без беготни. После чего склонился и поднял мальчика на руки. Троица покинула дворец вместе с ребенком. Селянь ужасно переживал из-за происшествия на улице, виновником которого стал Цзэжун, потревоживший людей и перевернувший немало торговых лавок.
Принцу было стыдно показываться на глаза простым жителям столицы, поэтому всю дорогу они передвигались скрытно, не решаясь привлекать внимание, и шли исключительно по маленьким улочкам. Мальчик все время послушно сидел на руках селяня, не издавая ни звука, поскольку ему сказали не шуметь. Фэн Синь возмущенно уставился на ребенка и произнес: «Вчера малец пнул меня, а сегодня вот как себя ведет». Он точно из тех, кто обращается с людьми в зависимости от их положения. Му Цин возразил: «Это же его высочество наследный принц». Разумеется, он намного сильнее вызывает симпатию, чем обычный человек. По какой-то неизвестной причине, даже если Му Цин говорил что-то хорошее, в его словах все равно слышались не слишком приятные нотки. Фэн Синь на этот раз не стал обращать на него внимания. Спустя некоторое время пути Фэн Синь произнес: «Нет. Мне все же кажется, что тебе, ваше высочество, не подобает показываться людям на глаза с неизвестно откуда взявшимся ребенком на руках. Что здесь такого? Ты же его высочество наследный принц». Говоря это, он как раз приглядел в переулке впереди оставленную кем-то старую и наполовину поломанную ручную телегу, поэтому предложил: «Повезем его на телеге». Му Цин тут же откликнулся: «Скажу сразу, я не собираюсь вести это создание в гору на себе». Фэн Синь бросил: «Никто и не ждал, что ты вызовешься». Юноша протянул руку и забрал ребенка из объятий селяня. Оказавшись на его руках, мальчик опять начал вырываться, поэтому селянь сказал: «Ладно, не стоит. Может, эта телега еще кому-то нужна». Однако Фэн Синь уже усадил ребенка на телегу. Именно в этот момент неподалеку вдруг раздался голос: «Это же наследный принц!» Да, кто-то тут же громко подхватил: «Да, да, да. Это точно наследный принц. Вчера его маска упала, я своими глазами видел его лицо. Это он. Держите его». Сердце каждого из троих путников пропустило удар. Селянь, разумеется, вовсе не считал себя виноватым за случившееся вчера во время торжественного шествия, но все же понимал, что его убеждения могут и не совпадать с образом мыслей других людей. Незапланированное прекращение выступления воина, радующего богов, чрезвычайно дурной знак. Члены правящего рода и представители аристократии опасались, что, когда вчерашнее воодушевление в сердцах простых людей немного уляжется, они придут в себя и станут повсюду спрашивать, что же означает такое происшествие, и, скорее всего, не будут столь же снисходительны к виновнику. Если прибавить к этому сегодняшний переполох на улице, учиненный Цзэжуном, который также мог вызвать всеобщее негодование, оказаться сейчас в окружении недовольных было бы не слишком приятно. Оставив лишние размышления, Му Цин сорвался с места и потащил принца за собой. «Ваше высочество, бежим!» Фэн Синь, хватаясь за ручки телеги, тоже поторопил: «Ваше высочество, у меня сломана рука, я не смогу удержать разбушевавшуюся толпу, уходите». Но люди с главной улицы уже взволнованно затекали в переулок, отрезая все дороги к бегству. Четверым некуда было отступать, и вот уже бесчисленное множество глаз окружили их со всех сторон. Селянь, отбросив страх, подумал: «Ничего, изобьют, и ладно. Просто не стану отбиваться в ответ». Кто же мог подумать, что нахлынувшая толпа вовсе не намеревалась, как ожидалось, избивать их? Вместо этого к принцу протянулось множество рук, которые подхватили его и стали качать, дружно восклицая: «Его высочество, наследный принц». Селяне несколько раз подбросили в воздух, однако его лицо так и осталось на редкость невозмутимым. Люди наперебой голосили: «Ваше высочество, наследный принц, ваш прыжок вчера на улице Шэнью был просто бесподобен». Кто-то восхищался, и появление тоже выше всяческих похвал. Правда, тогда я даже решил, что сам император Шэнью лично почтил нас своим присутствием, и я весь мурашками покрылся. Кто-то заверил: «Ваше высочество, вы правильно поступили, когда спасли ребенка. Чужая жизнь — это тоже жизнь, разве маленький мальчик из такой, как мы, бедноты, не живой? На вашем месте я бы поступил так же». Кто-то возмутился: «Точно. Сегодня я слышал чье-то заявление, будто его высочество провалил важное событие. Я просто не смог слушать дальше. Ведь если бы со стены свалился кто-то из родственников самого государя,
те люди наверняка заговорили бы по-другому. Ваше Высочество, ни в коем случае не обращайте внимания на таких людей, только Его Высочество по-настоящему заботится о нас. В самом начале принц готовился к худшему, затем его посетила растерянность, но в итоге ему передалось разгоряченное волнение, исходящее от людей вокруг. Толпа облепила селяня со всех сторон и вынесла на улицу, где собралось еще больше народу. Фэн Синя, Муцина и мальчика оттеснили далеко прочь, к принцу было не протиснуться, оставалось лишь передвигаться вперед вместе с огромным шествием. Бесконечное море людей вовсе не уступало по численности процессии на вчерашнем торжестве. Каждый раз, когда селянь пытался уйти, его уверенно заталкивали обратно в толпу и поднимали высоко-высоко, не давая спуститься. Принцу невольно стало смешно и в то же время спокойно на душе. Мнения наставников и простого люда совершенно противоположны. Как видно, правда на моей стороне. Когда они вернулись на гору Тайцан, заходящее солнце пылало на горизонте ярко, как и сотни лет до этого. Пройдя через высокие горные врата, они поднимались по длинной тропе, вымощенной голубовато-серым камнем, и все время встречали по пути монахов, которые то спускались, то поднимались, кто-то шел с ведрами по воду, кто-то тащил на спине вязанки дров. Все без исключения приветствовали селяне и его спутников, многие при этом изумленно оглядывали их необычный квартет в повозке, причем тащил повозку Фэн Синь одной рукой, словно усердный молодой и крепкий черный буйвол. Селянь и Муцин вначале сдержанно и старательно улыбались, но после, не в силах больше держать улыбки, перестали обращать внимание на чужие взгляды. Кленовый лес раскинулся безбрежно, колеса медленно катились по тропе. Во время подъема на гору селянь слез, чтобы помочь дотолкать телегу до вершины. Настроение у него было прекрасное, поэтому принц решил поговорить с мальчиком, непринужденно спрашивая: «Малыш, так как же тебя все-таки зовут?» «Хун». А дальше ребенок, не отрывая от принца взгляда, тихо ответил: «У меня». «У меня нет имени». Селянь удивился: «Твоя матушка не дала тебе имя?» Мальчик покачал головой: «Моя мать умерла». В сердце селяня зародилось сочувствие: «А как твоя матушка звала тебя раньше?» Мальчик, поколебавшись, ответил: «Хун-Хунер». Селянь улыбнулся: «У тебя очень милое детское имя. Так и я буду звать тебя». Похоже, Хун-Хунер смущался, стоило ему заговорить с принцем, мальчик тут же низко опустил голову. К этому времени на горы уже спустились сумерки, вдалеке на каждом горном пике зажглись один за другим огни монастырей. Ярче всех горел высочайший пик горы Тайцан, пик Шинью. Храм Шинью на пике был озарен как днем, россыпью ярких звезд на нем мерцали огни. Засмотревшись на эту картину, селянь издал легкий вздох. Но вздыхал принц вовсе не от печали, а потому, что перед ним предстало слишком прекрасное и к тому же величественное зрелище. Каждый огонек представлял собой яркую лампаду, зажженную в честь божества храма Шинью. Каждая лампада — это самая искренняя молитва верующего. Чем больше в храме божества зажигают таких негасимых огней, тем больше у него магических сил. Но возможность зажечь такую лампаду в храме Шинью при монастыре Хуанцзи трудно купить и за 1000 золотых. Право войти в монастырь и возжечь лампаду в качестве подношения могли получить те, у кого были деньги, власть, возможности, неугасимое желание или же благоволение судьбы. Одно из 5 условий непременно должно быть выполнено. Однако большинство людей в этом мире не имели совсем ничего из перечисленного. 4 путников остановились, задумчиво глядя на сверкающий словно при свете дня храм Шинью, только выражения лиц каждого разительно отличались друг от друга. Как вдруг послышался довольно знакомый голос, кто-то окликнул: «Ваше Высочество!» Селянь обернулся и увидел молодого человека с бледным лицом, который бежал в их сторону. Им оказался тот караульный ворот Дворца Четырех. Принц серьезно спросил: «Чжу Шисюн, к чему такая спешка?» Монах Чжу увидел Муцина за спиной принца, и его лицо сделалось несколько сконфуженным. Тогда монах притворился, что не заметил юношу, и обратился к принцу: «Советник давно вас ищет, он ожидает прямо сейчас в храме Шинью. Прошу, поднимитесь туда».
Селянь послушал и застыл на миг, понимая, что причиной тому наверняка послужило вчерашнее происшествие во время торжественной церемонии в честь жертвоприношения небесам. Принц ответил: «Хорошо. Прости, что затруднил тебя, Шисюн». Дав наказ Фэн Синю и Му Цину вместе с ребенком возвращаться во дворец Синьле, Селянь Йодин направился на пик Шинью. Снаружи храма из большого треножника поднимались струйки дыма, которые окутывали весь храм Шинью облаками, делая его похожим на сказочный мир. По обеим сторонам от треножника тянулись стройные ряды парящих в воздухе негасимых лампад, которые выстраивались в целую стену. На каждой лампадке правильными и строгими чертами официального стиля Лишу красовалось имя и молитва верующего, который его сжег. При входе в храм взгляду предстали такие же ряды негасимых лампад по обеим сторонам зала. Лампады, возжигаемые внутри храма, имели даже большую ценность, чем те, что горели снаружи. В конце огромного храмового зала советник как раз подносил зажженные благовония статуи императора Шинью, трое других наставников стояли за его спиной в учтивом поклоне божественному изваянию. Селянь вошел в зал и слегка склонился, поприветствовав: «Советник». Наставники обратились к нему, лишь закончив поклоны, и сделали знак подойти. Селянь прошел к статуе, взял благовоние и со всей искренностью преподнес на алтарь. Помолчав, советник произнес: «Ваше Высочество, мы долго совещались и пришли к выводу, что существует лишь два пути решения того, что произошло во время торжественного шествия. Прошу, советник, говорите». Первый способ — найти того ребенка, что нарушил ход церемониального шествия, чтобы мы с наставниками возложили его на алтарь и провели обряд, лишив его как минимум одного из 5 чувств. В качестве искупления вины.